Привет, друзья! Это Макс, и вы на канале «Русский с Максом». Канал для тех, кто изучает русский язык. В этом влоге я хочу рассказать про то, как мы искали квартиру в Испании, в городе Овьедо. Мы жили в городе Хихоне и искали квартиру в другом городе. И на каждый просмотр мы ездили на электричке, на поезде, где-то 30 минут в одну сторону. Было интересно. В общем, хочу сейчас вам поподробнее рассказать про то, как мы искали квартиру, и, конечно же, показать ее вам тоже хочу, и расскажу, сколько она стоит. Как мы искали квартиру, расскажу. Искали мы квартиру в городе Овьедо, где мы сейчас и живем. Но при этом мы искали ее, когда мы жили в городе Хихоне. Между ними 30 минут на электричке, на поезде. И поэтому на просмотры мы ездили на электричке. 30 минут, вся дорога примерно час 20 занимала. Нормально, не такая долгая дорога. И мы посмотрели, по-моему, 4 варианта всего. 3 недели у нас ушло на поиски, и 2 варианта из 4 были просто ужасными, абсолютно ужасными. Потому что там, в одной квартире, она была в аварийном состоянии, она стоила столько же, сколько и эта. Они все стоили одинаково. Я расскажу, конечно, позже про цену. Но проблема в том, что дом был в аварийном состоянии, и вид из окна был на другие дома, которые уже снесены. То есть дома снесены, их снесли, да, вообще все. И там просто руины. Такая территория из кирпичей, мусора и руин. Там будут строить новые дома. И вот ты живешь в таком доме. Но этот дом, тот дом, да, его не собирались сносить. Его реставрировали, ремонтировали. Но все равно ужасный был дом. Второй дом, вторая квартира была в более-менее нормальном доме, но дом был старый, 60-х годов. И там прям все было такое старое, розетки вываливались из стены. Короче, запах был такой, знаете, вот этот ужасный запах старой квартиры. Ну и третья квартира была... тоже очень старая, не такая развалюха, но старая тоже была. И когда мы увидели эту квартиру, мы просто, пожалуйста, мы даже, мы узнали, что у агента будет просмотр в 3 часа, и мы сказали, давайте мы в 2 придем, мы придем в 2 часа, давайте просмотр на 2 часа. Потому что мы очень-очень хотели получить эту квартиру. И получилось, слава богу. Вообще здесь поиск, в Испании достаточно специфичный, потому что все хотят от тебя контракт. Я не знаю, видимо, это какая-то европейская тема, но, контракт с твоей компанией, на которую ты работаешь, это просто святой грааль. Если у тебя хороший контракт, все. Если ты, как я, работаешь сам на себя, без контракта, у тебя проблемы. Есть решение и этих вопросов тоже, к счастью, в 21 веке. Но вообще меня удивило, насколько контракт — это просто что-то такое магическое, что-то, не знаю. Короче, я предполагаю, это потому, что в Европе, если ты прошел испытательный срок, тебя сложно уволить. Ты просто устроился на работу,
И как бы ты работаешь, и тебя могут уволить только если ты, не знаю, будешь сидеть вот так сложа руки, ничего не делать. Ну, я не знаю. Короче, видимо, какие-то регуляции. Напишите, друзья, если вы знаете вдруг, напишите, почему так, почему контракт это что-то прям невероятное здесь. Потому что в других странах я показывал просто, что я работаю как самозанятый, сам на себя, вот все документы, все окей, но здесь нет контракта, значит, огород. Зацените, это огород. Прикольно. Я уже третий раз здесь прохожу. Здесь разные перцы. Это, по-моему, смородина, томаты. Короче, прямо вот такой огород. Прикольно, не знаю. Прямо почти в городе. Ну, это уже окраина города, надо признаться. Сейчас я иду в Икею. Иду, кстати, туда, потому что там есть интернет, Wi-Fi. Иду туда с компьютером, со своим компьютером, для того, чтобы загрузить это видео для вас, друзья, и отправить. Вот. Поэтому 3 недели мы искали, 4 просмотра, и 1 квартира нам понравилась. И мы сразу же писали агенту, что сначала мы думали, что мы будем искать без агентов, напрямую от собственников. Но таких объявлений было очень мало, и собственники как-то не очень хорошо шли на контакт. Вообще, вначале мы писали сообщения в WhatsApp и на сайте Идеалиста. Это тот сайт, где мы искали объявления. Ну, я так понимаю, в Испании, в Португалии, во многих странах Европы, ну, этот сайт очень популярен. И мы откликались на объявления почти безрезультатно. Но потом я немножко переосилил свой страх звонить по телефону. И когда появлялось объявление, а их появлялось где-то от 3 до 8 в день. И я в этот момент сразу звонил, говорил: здравствуйте, я Макс, у меня есть контракт, и все, и я хочу посмотреть эту квартиру. И вот так, с такой стратегией мы достаточно быстро нашли квартиру. Буквально через неделю мы уже заселились в нашу квартиру. Кстати, смотрите, по каким прекрасным местам я иду. Здесь сейчас будет мост. Дальше еще будет мост через речку, природа. И это все буквально в 7 минутах ходьбы от дома. Ну, просто красота. Вот, смотрите, там речка, там плавают утки. Вообще красиво. Мы изначально искали квартиру с 2 спальнями, но оказалось, что их 3 плюс гостиная. Короче, в итоге у нас 4-комнатная квартира. Не знаю, сколько она там, 80 или 90 квадратных метров. Короче, класс. И она достаточно удалена от центра Овьедо, 50 минут пешком, но, правда, здесь есть станция железнодорожная, и на электричке можно доехать за примерно 8 минут, что достаточно быстро. Район тихий, спокойный, обычный спальный район, довольно симпатичный, со всей инфраструктурой. Мы приехали, посмотрели на все, как это выглядит, нам все очень понравилось, и решили, что да, это та квартира, где мы хотим жить. В ней не было никакого неприятного запаха, светлая, просторная. В общем, вы скоро сами ее увидите. Вот там красивая гора, а здесь находится наш дом. Здание, где находится наша квартира. Она на последнем этаже, вот здесь где-то. Давайте вместе зайдем в квартиру. Ну что ж, мы в квартире. Сейчас покажу вам квартиру. Начинается она с небольшой, ну, вообще достаточно большой, ну, все относительно, прихожей. Это прихожая. В квартире мало мебели, и в прихожей нет ничего, кроме вот этой полки. Я думаю, что мы сюда поставим вешалку, конкретно вот сюда, поставим вешалку для
одежды, для верхней одежды. И еще такую, как сказать, полочку для обуви, где будет стоять обувь, потому что, ну, мы же русские, мы не ходим дома в обуви, ходим обычно босиком. Сейчас просто я только вошел, поэтому я не снял носки, потому что я сейчас пойду еще на улицу. Но обычно мы ходим, ну, конкретно мы ходим босиком. Мы не любим тапки, здесь везде паркет, поэтому красота. Давайте посмотрим на первую комнату. Вот первая комната. Это гостиная. Здесь слева такая стенка. Мы называем этот комплект мебели стенкой. Стенка. Подразумевается, что здесь какие-то шкафы и место под телевизор. Такая немного олдскульная, 90-х, начало 2000-х. Прям напоминает мне детство в России. Но на самом деле никаких претензий. Мебель достаточно вся, почти вся, ну, достаточно в хорошем, да недостаточно, а в хорошем состоянии. И вообще никаких претензий. Телевизор такой старый, ну, достаточно, да, HD ready. Не знаю, будем мы его менять или нет. Мы редко что-то смотрим, но посмотрим, как он будет работать, пока не знаю. Здесь большое окно, и вид из окна – это, конечно, любовь. Во-первых, мы живем на последнем этаже, это 5-й этаж. В России это был бы 6-й этаж. И не знаю, хорошо ли видно, но вообще видно горы. Видно из окна горы. А сегодня утром, кстати, был потрясающий восход солнца. Давайте я вам покажу, как это выглядело. Так выглядит наш район сейчас. Сейчас где-то... Мои часы говорят, что сейчас 00:00, но это, наверное, таймер включился. Сейчас около 12 часов дня, полдень. Так выглядит наш район. Самое главное, что вот этот дом далеко. То есть нет такого, что окна выходят на другие окна, да, вот что перед тобой дом, который загораживает весь вид в солнце. И вообще нет солнца и нет света. На прошлой квартире так было, и это было ужасно. Здесь диван, причем диван достаточно старый. Я не знаю, будет ли видно, но вообще вот здесь, ну здесь я чуть-чуть убрал пыль, но вот здесь везде много пыли. Ну и сам он такой, честно говоря, не очень приятный, старый. Я думаю, что мы от него избавимся. Я очень хочу купить свой диван. А здесь лежит коврик или пенка, потому что мы здесь первую ночь спали. Это наш второй день в этой квартире, мы еще не разбирали вещи, все лежит вот в сумках, в чемоданах. Первую ночь мы спали здесь. Просто у нас один коврик, 2 спальника, и прямо на полу мы спали. Было не очень удобно, если честно, но нормально. Сейчас покажу, где мы спали вторую ночь. Но сначала кухня. Здесь у нас кухня. Так, включим свет. Ага. Кухня. Ну, отличная кухня на самом деле. Самое главное, что мы теперь укомплектованы всем. У нас есть моя любовь, это посудомойка или посудомоечная машина. И есть стиральная машина, она новая, ее вчера только привезли. Мы не покупали, хозяйка купила машину. В общем, мы довольны, мы полностью довольны. Вот здесь вид. Здесь есть место для сушки белья. Но, честно говоря, я не очень хочу использовать это место. Мне не нравится так сушить одежду. Я надеюсь, что мы скоро купим сюда еще одну машинку для сушки белья. Ну, не знаю, сушилка или машина для сушки, сушилка, стиралка, посудомойка и сушилка. В общем, здесь она будет стоять, я предполагаю.
и будет все вообще кайфово. Вот. Здесь нам еще дали занавески. Я не знаю, насколько они норм, но я их постирал, еще не успел их повесить, пока вот так кинул, потому что стирается там еще одежда. У нас все в таком крайне, как сказать, в общем, крайне необустроенном состоянии. Потихоньку будем обустраиваться. Здесь мой комп, здесь я работаю. Вот пока, потому что, ну, я сейчас объясню почему. Потому что, давайте зайдем в детскую комнату. Вчера весь день мы занимались детской комнатой, и мне кажется, вышло прикольно. Это комната Сабрины. Мы очень хотели, чтобы у Сабрины была своя комната. И вот вчера я собирал эту кровать из Икеи, матрас, стульчик, маленький столик. В общем, у Сабрины теперь есть свое место. Здесь будут и книжки, и игрушки. Вот. Пока мы закрыли ставни, потому что с утра было яркое солнце, но сейчас их, наверное, можно открыть, ну или поднять, да. Давайте поднимем эти ставни, или иногда их называют ролетты, или ролл-ставни. Ну и вот здесь с обратной стороны шкаф. Довольно большой шкаф для Сабрины. Я поставил полочки пониже, чтобы Сабрине было удобно самой класть свои вещи. В общем, что это там такое за стук? Вы слышали, нет? Такой тук-тук-тук-тук-тук. Не знаю, соседи это или это стиральная машинка такие звуки издает, не знаю. Вот, короче, это детская. Затем здесь идет кабинет. В кабинете у нас пока склад вещей, хотя вообще комната для хранения у нас есть, ну как комната, это специальное помещение внизу дома, где можно хранить вещи, мы называем ее кладовка или кладовая, но мы там еще не были, ребята, второй день, второй день, поэтому все выглядит вот так. Но вот здесь я буду записывать свои видео, единственное здесь пам-пам, эхо. Надо будет, может быть, что-то сделать, чтобы не было эха. Ну, может быть, повесить что-то на стену. В общем, подумаю. Я сюда куплю себе стол, стул и буду здесь записывать для вас видео. И очень надеюсь, что буду делать стримы, что буду делать стримы хотя бы раз в месяц. Вот, в общем... Ждите, друзья. Здесь первая ванная. Да, у нас две ванных комнаты. Первая ванная. И здесь еще один шкаф. Здесь еще одна ванная. Вторая ванная. И вот здесь наша с Юлей спальня. Не знаю, как тут свет включается. А, вот здесь. Вот здесь. Да, отлично. Вот, это еще одна спальня. Наша с Юлей всего 3 спальни, ну как, 2, ну, в общем, да, 3 спальни и 1 гостиная. В общем, места достаточно. Здесь мы спали вторую ночь. Уже прогресс, потому что мы спали на матрасе. Мы купили себе новый матрас. И какой же это кайф спать на непродавленном диване. Ну, продавленный — это когда диван не ровный, а такой с ямой, да, он продавился, то есть на него давил вес тела человека, и матрас продавился, да, то есть вот стал вот такой, а должен быть вот такой. Этот диван, матрас довольно твердый, жесткий, жесткий. Нам понравился, стоил вообще недорого, тоже в Икее, не помню. Короче, мы за всю закупку отдали около 700, по-моему, сейчас я вспомню, 750 евро мы отдали за все. Мы много всего купили. И, конечно, в Аргентине мы бы потратили, я не знаю, в 3 раза больше и не смогли бы все это купить в одном месте. Поэтому мы просто по уши довольны. Здесь изголовье, старое изголовье от старой кровати. Мы его снимем и отнесем в кладовку, потому что оно тоже все в пыли. И я не знаю, сколько времени. Короче, всякие такие старые мягкие
вещи, игрушки, мебель, ковры мы называем пылесборники. То есть то, что собирает пыль и то, что хранит в себе пыль. Если сделать вот так, то я уверен, что будет такое облако пыли. Поэтому это afuera. Что еще? Здесь вид точно такой же в целом. Лучше видно горы. И вот там еще видно горы. А вот там находится как раз Икея, где мы закупались. Она прям в 10 минутах ходьбы. Вот там потрясающе, вообще потрясающе. Здесь у нас комод. Это тоже... он тоже был здесь. Он был здесь. Мы его протерли. Да, вытерли всю пыль тщательно вот здесь, даже вот там. Короче, везде мы вытерли пыль, потому что я не люблю грязь и пыль, прям вообще не могу переносить. Поэтому мы все протирали еще раз. Хотя квартира была, относительно чистая, была уборка, но не такая хорошая, какую я бы хотел. А здесь, кстати, у нас еще один шкаф есть. Вот, еще один шкаф. Он немножко такой, немножко странный, но норм. На кухне у нас стоит газовый котел. И здесь, получается, можно сделать просто горячую воду или воду и радиаторы, то есть батареи. Здесь нет батареи, да, чтобы вам показать. Вот здесь батарея. Но сейчас конец октября, температура 23 градуса на улице, нам не нужно отопление, к счастью. Вот, все работает хорошо, это газовый котел. У нас индивидуальное газовое отопление, что, как я понял, считается наилучшим и самым, скажем так, недорогим вариантом отопления в Испании. Так что нам в этом плане очень повезло. Не было никаких ни кружек, ни ложек, ни вилок, ничего. Вообще вот это все тоже мы покупали, кружки, тарелки, вилки. Вот здесь у нас в мойке тоже большое количество тарелок. Все это мы покупали уже сами, отдельно. И, в общем, как-то так выглядит наша кухня. Нам вообще все реально нравится. Мы довольны. Я никогда не жил в такой большой квартире без мамы. У моей в Питере тоже большая квартира. Но вот с Юлей мы в таких больших квартирах еще не жили. Долгое время, да. Несколько дней там жили, но чтобы год еще не жили. Надеюсь, что в этой квартире мы проживем год. А вообще надеюсь, что и 2, и может быть 3. Потому что переезжать больше я не хочу никогда. Только уже в свою собственную квартиру или в свой дом. Все, баста, телепузики, хватит. Я больше не хочу. Вот так выглядит наша квартира, друзья. Стоит она 800 евро в месяц за вот такую квартиру. Как вы думаете, это много или мало? Пишите в комментариях. Интересно, сколько в вашем городе стоила бы такая же квартира. Не знаю, примерно 90 квадратных метров. Я не уверен, но примерно 90, может быть 85. Я предполагаю, что где-то так. Большая достаточно квартира, без коммунальных платежей. Вернее, как? У нас включено какое-то количество холодной воды, включена оплата за квартиру, да, коммунидат, что называется в Испании, и все. Все остальное, газ, свет, то есть электричество, интернет и так далее, мы оплачиваем сами. В квартире есть отопление индивидуальное с помощью газа. Батареи есть в каждой комнате, так что все должно быть максимально эффективно и незатратно. Если хотите получать дополнительные материалы для каждого подкаста, транскрипции для видео, премиальные выпуски подкаста и много-много другого, чтобы улучшить ваш русский, то присоединяйтесь к membership-программе. Ссылка внизу в описании под этим видео. Спасибо
и до встречи, наверное, уже в Турции. Господи. Да, я потом просто перестану путешествовать и 2-3 года буду просто сидеть в этом районе и больше никуда не поеду, никуда. Даже пределы района не буду покидать, однозначно.